Тем не менее, Международное энергетическое агентство разработало план по снижению уровня зависимости от газа, распространяя практику освоения альтернативных источников энергии, такие как солнце, ветер, вода и ядерная энергетика. Для того, чтобы перейти на так называемые альтернативные источники энергии, они же альтернативные прерывистые источники, что касается роста спроса на газ, давайте ограничим себя не частью света под названием Европа, а конкретно странами, входящими в состав Европейского Союза. Ведь основная конфликтная ситуация у нас не с Европой, а с Европейским Союзом. Наиболее давние данные, которые имеются, в 1993 году общий объем спроса в странах Евросоюза на газ составлял 320 миллиардов кубометров, из которых 150 миллиардов кубометров Европа добывала сама. Страна Евросоюза, имеется в виду и Гронингенское месторождение, месторождение Северного моря в английской зоне. По состоянию на 2020 год спрос вырос до 400 миллиардов кубометров, то есть 25% роста спроса за четверть века, ну, не так уж и много на самом деле, но при этом объем собственной добычи снизился до 50 миллиардов кубометров. То есть, если в 1993 году зависимость Европейского Союза от поставок газа извне составляла 150 миллиардов кубометров, то сейчас она составляет 350. Вот, собственно, та проблема, с которой сейчас Европейский Союз пытается бороться. Производство электрической энергии и тепловой энергии в Европе в последние 5-6 лет сформировалось уже два пика потребления, не только зимний, когда холодно, но и летний, когда жарко. Летом, разумеется, тепловая энергия не вырабатывается, вырабатывается только электрическая, тем не менее газ для этого тоже нужен. Кроме того, газ – это продукты газопереработки, прежде всего производство аммиака, как основа для всех азотных удобрений, для всей цепочки. Из газа производятся такие популярные, так скажем, продукты, как лаки, краски. То есть спектр использования достаточно велик. Допустим, одним из крупных потребителей является химический концерн BASF. Вот не будем перечислять, там более 3000 наименований в его линейке продуктов. То есть газ во многих отраслях используется, и в том числе он необходим, как вы понимаете, как одна из составных частей для того же автомобилестроения, для всего, где нужен лак, где нужна краска. Без газа никак. Цены на газ не подскакивали до 3000, вы сейчас назвали цену на газовые фьючерсы. Это обещание торговать газом в апреле месяце. Почувствуйте разницу. Цена на спотовом рынке в реальном режиме торговли сегодня выросла до $2250. Это тоже много, но, согласитесь, это отнюдь не 3700, не 3800 и не прочие страшные цифры, которые мы сегодня наблюдали. Что это означает для Европы? Ну, совершенно однозначно, что это стоимость киловатт-часов электрической энергии, это стоимость гигакалорий тепловой энергии. Отопительный сезон в Европе обычно заканчивается во второй декаде апреля, то есть еще месяц впереди, и мы, собственно говоря, наблюдая то, что на 100% мощности работает первый северный поток, объем транзита через газотранспортную систему Украины вышел на 100% договорных объемов. В Европе холодно, в Европе сейчас заморозки по ночам, в Греции температуры упали до нуля по ночам. Для Греции это очень сложно, именно поэтому партнеры «Газпрома» просят выйти на 100% мощность именно по ГТС Украины. Это южное направление, то есть газ через Украину идет на австрийский хаб Baumgarten, он же Central European Gas Hub, дальше распределяется в сторону Южной Европы, где сейчас спрос вырос. Что еще можно сказать, что еще ждет? То, что до 40% мощностей по производству сельскохозяйственных удобрений в Европейском Союзе не работают, сокращены. Уже известно то, что порядка 40% мощностей производства, которые выпускают алюминий, приостановлено, тоже известно.
Ничего оптимистичного по этому поводу сказать нельзя. Если говорить о сельскохозяйственных удобрениях, то основа для них – это аммиак, для производства аммиака основа – это природный газ, и там, если не вдаваться в подробности, для производства тонны аммиака требуется 1000 кубометров природного газа. Соответственно, если в прошлом году цены на аммиак составляли порядка $200 за 1000 кубометров, сейчас они вынуждены растут под 2000, со всеми перспективами, которые дает вот такое удорожание сельскохозяйственных удобрений с одновременным снижением объемов их производства. Во всех странах Европы, так же, как и в России, так же, как на Украине, в любой другой стране, есть норма внесения удобрений на квадратный метр площади. В том случае, если эту норму выполнить не удается, соответственно, будет ниже урожай. Вот, собственно говоря, и все. И я далеко не уверен, что европейские фермеры, европейский агросектор сможет справиться с теми ценами, которые будут сейчас предлагать производители. С учетом того, что Европейский Союз ввел односторонние дискриминационные меры по отношению к Республике Беларусь, это означает, что на европейский рынок будет поступать в меньших объемах калийные удобрения. Два разных типа почвы требуют внесения разных типов удобрений. Соответственно, не будет и этих удобрений. Поэтому, разумеется, рост цен на предстоящий осенний урожай, он уже совершенно очевиден, никуда от этого деться нельзя. Для того, чтобы перейти на так называемые альтернативные источники энергии, они же альтернативно прерывистые источники, не просто так энергетики их называют именно таким термином, потому что производство электроэнергии на ветряных и солнечных электростанциях целиком и полностью зависит от того, какая складывается погода. Если говорить о тенденциях последних лет, то с наступлением более низких температур, чем средние в Европе, устанавливается штиль. При росте температур выше средних устанавливается штиль. Мы это могли наблюдать в феврале месяце, когда от недели к неделе доля выработки электроэнергии на ветряных электростанциях, допустим, в той же Германии, разница составляла до 25%. Вот такие колебания подразумевают, что избавиться от зависимости от российского газа наиболее реальный вариант – это, конечно, сворачивать промышленность с тем, чтобы как можно меньше было предприятий непрерывного цикла, они достаточно капризны к подаче электроэнергии. То есть, если сосредоточиться на том, чтобы вытеснить за пределы Европейского Союза реальный сектор экономики и оставить обслуживающий сектор, я имею в виду магазины, многочисленные офисы, вот они выдержать такой режим в принципе могут, ничего критического там не произойдет, в отличие от того, что произойдет при исчезновении подачи электроэнергии, допустим, на стекольное производство или на металлургическое. Тот план, который предложило Международное энергетическое агентство, план по снижению уровня зависимости от российского газа для Европы, он, безусловно, хорош. Вот название документа я сказал. Пункт 1 – не подписывать договоры с Россией на поставку газа. То есть, для того, чтобы снизить зависимость от российского газа, надо его не покупать. Прочие пункты этого замечательного плана, они приблизительно аналогичны. И больше всего это смахивает на старинную мудрость. Для того, чтобы корова потребляла меньше пищи и давала больше молока, ее надо меньше кормить и чаще доить. Если и можно рассматривать в какой-то среднесрочной перспективе, то можно снижать зависимость прежде всего за счет возобновления, за счет ренессанса атомной энергетики, но это достаточно непростой вид спорта в европейском исполнении, это 10-12 лет производственный цикл, это может быть наращивание выработки электроэнергии на биотопливе, то есть на дровах, на соломе, на гранулах, на торфе, там целое разнообразие, используются отходы сельскохозяйственной деятельности, тоже неплохая электроэнергия получается. Если Европа выбирает себе вот такой путь, ну, каждый имеет право принимать решения самостоятельно, почему бы и нет. Если отбросить из статистики «Газпрома» Турцию, Сербию и другие европейские страны, не входящие в состав Европейского Союза, то подведены итоги 2020 года: 150 миллиардов кубометров
трубопроводного газа поступило из России. Для того, чтобы их заместить, необходимо поставить на европейские регистрационные терминалы 120 миллионов тонн СПГ. Таких мощностей у Европы нет. Общая цифра, конечно, достигает 240 миллиардов кубометров, но если вычесть те мощности, которые расположены в Турции, это входит в статистику, если вычеркнуть оттуда мощность регистрационных терминалов на побережье Испании и Португалии, которые не получают трубопроводного газа из России, то ныне действующие терминалы в Европе могут принять до 70 миллиардов кубометров газа из необходимых 150. 150 минус 70 – 80. Вот таким будет объем дефицита в том случае, если Европейский Союз, страны в него входящие, энергетические компании Европы примут решение о бойкоте поставок российского газа.